Дисклеймер. Хочу сразу предупредить вас, что я заядлый любитель спойлеров. В этом обзоре я расскажу вам всю историю фильма от начала и до конца. Будьте готовы, тут будут спойлеры. Ну что, поехали? Кисло-сладкий вкус любви. В главных ролях Чан Гион, Че Субин, Кристал и Ли Чан Сик. Сюжет фильма начинается с того, что в больницу попадает молодой парень с желтухой. Находясь на лечении в больнице, он постепенно проникается симпатией к медсестре, что за ним ухаживает. В отличие от ее сменщицы, грубой женщины, что не желает даже минуты находиться с пациентом, Даын очень добра и приветлива. Постепенно девушка сама привыкает к парню, в каком-то смысле позволяет себе лишнего. Начинает засыпать у него на кровати, есть у него, потом и вовсе спит, пока ее караулит больной пациент. Позже парня выписывают, но он никак не может забыть Даын. Придя в больницу, он тайком узнает ее номер, а позвонив ей, получает приглашение приехать в гости. У нее они вместе засыпают в обнимку, а утром за завтраком она первая его целует. Так начались их близкие отношения, прогулки вместе, покупка парных вещей. А однажды наш герой решает похудеть, так как из парных вещей он может рассчитывать только на кроссовки. В следующем кадре мы видим подтянутого красавчика Чан Хёка. Пара очень счастлива, проводя время вместе. На работе Чан Хёку предлагают отличную возможность поработать в командировке в соседнем городе. Он соглашается, не посоветовавшись с Даын. Отношения на расстоянии оказались не такими радужными, как казались. Если раньше по пути на работу он смотрел с дикостью на тех, кто спал и мыл голову в пробке, то со временем стал таким же работягой. Ко всему прочему, на работе новым временным сотрудником, как и он, была дерзкая красотка, которая все лавры пыталась захапать себе. Приезжая к своей девушке, он злостно рассказывал ей, как ему не повезло с коллегой. Но в один момент он смог ей насолить, и теперь он сам начал над ней потрунивать. Когда их сделали напарниками по проекту, ему пришлось перебороть себя, чтобы работать с ней. Потихоньку они начинают ладить, остаются вместе пообедать, и тут гром среди ясного неба. Девушка оказывается на 5-й неделе беременности, но оба героя решают, что сейчас не время для ребенка, и Даын делает аборт. Идет время, когда в очередной раз Чан Хёк приезжает к своей девушке, он случайно называет ее именем своей коллеги. Даын, заподозрив его в измене, расстается с ним. На работе он целует Пайон, свою коллегу. Так они начинают свои отношения. На вечеринке по случаю окончания проекта он понимает, что бывшая девушка не отменила их поездку на Чеджу, а нынешняя девушка планирует уехать учиться за границу, и он в ее планы на будущее не входит. В один момент он решает отправиться прямо в аэропорт, чтобы полететь вместе с Даын. И сталкивается с парнем Даын. Да-да, тем самым парнем, что был в начале фильма. Вся та история в начале шла параллельно с этой, с Чан Хёком. То, как Даын относилась к своему пациенту, было из-за беременности. Ее гормоны бушевали. А после своего аборта ей так нужна была поддержка от своего парня, но он вечно работал. Так уставал, что не мог даже вкрутить новую лампочку. И всю ту поддержку и заботу, в которой она нуждалась, она получила от милого пациента. Фильм заканчивается тем, что Даын уезжает с парнем на Чеджу, а Чан Хёк летит обратно, сломя голову на вечеринку к Пайон и пытается сделать ей предложение, чтобы не остаться совсем одному. Но она отказывает ему, говоря, что это слишком быстро. И вот Чан Хёк сидит с пустым взглядом и пытается понять, когда же все пошло под откос. Этот фильм оставил некий осадок, особенно после того, как стало понятно, что перед нами два разных парня с разными историями. Жизнь многогранна, о своих проблемах, мыслях и переживаниях нужно делиться со своим партнером, нужно разговаривать. К сожалению, наши герои так не делали. Так завершилась их история. Спасибо, что посмотрели мой обзор. Пишите в комментариях ваши впечатления о фильме. До новых встреч!